Всем привет! Честно признаюсь, настроение дрянь. И немножко даже, наверное, завидую тем АСМР-артистам, ну вот кто из Украины, кто может сейчас снимать АСМР-ролики. И я не знаю, как у вас, вот у меня вот уже больше месяца вообще жизнь поменялась с ног на голову, но как будто АСМР вообще исчезла из моей жизни. Я даже пару раз пыталась слушать любимые ролики, но, честно признаюсь, ничего у меня так и не вышло. Как будто какой-то... Вообще ничего не ощущаю. Вообще. Замечаю за собой, что начинаю потихонечку сходить с ума. В общем, к чему я все это говорю? Чё это болтаю? Я 23 числа февраля, месяц назад, как раз перед тем, как вот начала бахать на 24, да? 24 где-то там в 5 утра, точно не помню. 23-го записала ролик. Ну, такой, мне показалось он полезный, любопытный. Тоже такая болталочка. И там было, знаете, о чем? О монетизации, потому что они подключили монетизацию к тому времени. Вот. И о процессе съемки вообще, сколько зарабатываю, как это все, стоит ли заниматься, не стоит. Ну, такой был ролик. В общем, сняла я его с горем пополам. Даже наброски обложки сделала. И где-то, честно говоря, я не сразу поняла, что война. Я, наверное, поняла, что война полномасштабная начинается, наверное, когда уже пол Украины уехала. Но тот ролик я не выпустила, понятное дело, потому что уже было не до того. Но потом я так подумала, я не знаю, будет ли актуален YouTube в России там какой-то, ну, спустя какое-то время, вот, может, его скоро отрубят, точно не знаю. Но если все-таки его не отрубят, ну, или, ну, просто я так подумала, ну, я сделала этот ролик, и он у меня еще не смонтирован и до сих пор лежит, честно говоря. Но я думаю, что я его все-таки выпущу, потому что, честно признаюсь, ничего нового я снимать не могу. Я вообще не знаю, смогу ли я что-то снимать, смогу ли я вернуться к АСМР, потому что для того, чтобы дарить кому-то спокойствие, во-первых, нужно самому быть спокойным, достаточно, ну, в таком расположении духа. У меня вообще раздрай полнейший, я никому не могу успокоить, сама не могу успокоиться. Вот. Но ролик, думаю, этот выпущу, может, кому-то все-таки пригодится, потому что я думаю, что, ну, у нас YouTube будет, в других там, не знаю, ну, кому-то пригодится. Все равно я знаю, что много СМР-артистов еще начинают. Вот, кому-то может сгодиться мой опыт. Мне показался ролик достаточно интересным, поэтому думаю, что я его выпущу. Вот, что будет дальше с каналом, вообще я не знаю. У меня это не работа, этот канал. Вот, то есть держаться за него мне нет смысла. И как бы, ну, в общем, пока не знаю, как будет, потому что конца и края войны это и не наблюдается. А я не могу в таких. У меня такой полный раздрай, столько как бы неправильных эмоций в душе. Может и правильных, не знаю. Ну, в общем, таких эмоций, которые с АСМР не имеют ничего общего. Ну, в любом случае, я не могу сказать, что я там прощаюсь. Может быть, к чему-то я созрею, к чему-то я приду. Но еще до полномасштабной войны, еще до 24 числа, я уже вообще сомневалась, как быть и что делать. Поэтому, если вам будет интересно, то в следующем ролике можете посмотреть мой опыт ведения канала, мои эмоции, мои планы и мои впечатления. Я не знаю, как кому, но думаю, что простым людям сейчас везде непросто. Да, такая тавтология. В общем, нам с вами и в России, и в Украине в ближайшие года
будет вообще не знаю что. Если вообще эти ближайшие года будут, потому что может сначала как бы, ну, России могли угрожать наши дикие птицы или кто там, мыши, утки. Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. Вот, а потом, ну, НАТО вдруг где-то там, в общем, короче, может это все ядеркой закончится. Вот, поэтому я вообще не знаю. В общем, и вам, и нам желаю успехов. Ну, у меня сейчас одна задача — выжить, чисто вот просто физически. Ну, я вообще живу в центре большого мегаполиса. Ну, рядом уже прилетало, есть погибшие рядом. Но мой дом пока миновалась ее участь. Ну, ничего не загадываю, но себе желаю выжить, каждому украинцу желаю выжить. Очень хотелось бы мира. Очень хотелось бы правильных эмоций. И очень хотелось бы вернуться к нормальной прежде жизни до спасательной военной операции. Очень бы хотелось. Понимаю, что в ближайшее время этого не случится. И вообще непонятно, что случится. Ну, в общем... Ну, в общем, короче, запись видео, по-моему, прекращается. Блин. Я почти записала весь ролик. Но, блин, вот в такие минуты, когда начинается эта грёбаная сирена, блин, не передать словами. Надо сейчас чапать в укрытие. Или хотя бы в коридор. Не сидеть возле окна, как я. Это неправильно. Сейчас может голову снести. Ой, очень неприятное ощущение приближающегося аппендица. Неприятно. Все, надо чапать.